Теперь берем нить основного цвета, тот же самый крючок, и будем вязать с вами хвост. Делаем первую петлю, вывязываем 2 воздушные, 1, 2. Одну петлю пропускаем, в последнюю вывязываем 5 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Со второго по 23 ряд вяжем по 5 столбиков без накида. Давайте я вот с вами еще один ряд провяжу и кое-что покажу. Так, считаем, куда нам попадать. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она. Петля эта. Второй ряд вяжем. Так, 1. Под следующую петлю это будет 2. Три. Под следующую 4. И под следующую 5. Так, берем иголку. Продергиваем нитку. И вводим точно сюда в центр. И выворачиваем. И иначе мы с вами будем вязать по изнаночной стороне. Вот, мы должны это дело все вывернуть. Сейчас еще кое-что покажу. Третий ряд вяжем. Один. Два. Три. 4. 5. Теперь ставим сюда маркер. Теперь вот я взяла нитки другого цвета.
На одной стороне узлы завязала. Узлы завяжите побольше. Вот. И вот внутрь выведите. А эту нитку мы потом белую берем внутрь. Так. Вот, и так несколько ниток сделайте и подрежете. У коровы же кисточка на конце. Так, провязала я 23 ряда. Вяжем 24 ряд. Под первую петлю вяжем прибавку. Один. И сюда же второй. Четыре столбика без накида. Один. Два. Три. Четыре. Дальше с 25 по 33 ряд по 6 столбиков без накида. Вот я с вами сейчас свяжу 25 ряд. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И так вяжем до 33 ряда. Вот я нитки все вставила, потом я обрежу. Белую убрала внутрь. Очень туго не вяжите, потому что сюда еще вставлять проволоку. Ну, дальше вяжем самостоятельно. Так, вяжем 34 ряд. Прибавка. Один. И сюда же второй. Пять столбиков. Один. Не захватите с той стороны. Два. Три.
4, 5. В 34 ряду 7 столбиков без накида. С 35 по 39 ряд вяжем по 7 столбиков без накида. Вот с вами провяжу 35 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так вяжем до 39 ряда. 39 ряд тоже вяжите по 7 столбиков без накида. Вяжем 40 ряд. Под первую петлю вяжем прибавку. 1. И сюда же второй столбик. И 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 40 ряду 8 столбиков без накида. С 41 по 45 ряд включительно по 8 столбиков без накида. Вяжем 41 ряд, в котором 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у нас был 41 ряд. И вы так вяжете по 45 ряд включительно. Закончила я 45 ряд. И соединительной петлей соединяем. Соединительная петля называется или соединительный столбик. Оставляем нить для сшивания. Отрезаем.
Вытаскиваем. После того, как свяжете хвост до конца, берем проволоку, складываем вдвое и на нужную длину вставляем до конца. Но поскольку здесь нитки, вот эти, она у вас до конца не пройдет, а остановится где-то вот здесь. Вот вставляете и только после этого отрезаете. Причем отрезаете, вот я отрезала так. Чтобы хвосты остались. Так, вот сюда, чтобы проволока не болталась сильно, можно добавить наполнитель. После того, как наполнили хвост наполнителем, вот эти концы надо запаять. Вот есть термоусадочные трубки цветные, ну вот есть прозрачные. Вот на каждый кончик надеваете, ножницами отрезаете и феном запаиваете. И потом можно вставить в тело коровы, чтобы не пораниться, там, не нанести травму. Теперь из той же пряжи капучино, у меня коричневого нет цвета, свяжу чубчик корове. Вы вяжите, как вы привыкли. Я покажу, как вяжу я. Делаю кольцо амигуруми. И провязываю еще одну петлю. Дальше. Набрасываю нить на большой палец. Кстати, будем захватывать и кольцо, и хвост. Значит, набрасываю на большой палец. Захожу в кольцо и захватываю рабочую нить. Кстати, если тянуть рабочую нить, то вот эту петлю можно сделать поменьше. Если вытянуть сюда, то будет побольше. И провязываем. Петлю эту убираем в сторону. Опять набрасываем рабочую нить на большой палец. Заходим в кольцо. Набрасываем на рабочую нить. Немножко подтянули. И 2 петли провязываем вместе. Вот здесь вот 2 нитки берем, хвост и кольцо. Захватили. Так, ну, немножко подрегулировали и провязали. Это уже 3. На большой палец, в кольцо, захватили, вытянули. Немножко подтянули. И 2 петли провязали. Это 4. Так, на большой палец. В кольцо. Вытянули. Немного подтянули. Провязали. Это уже 5. На большой палец, в кольцо,
вытянули, немного подтянули петлю и 2 петли провязали вместе. 6. И теперь вот за этот хвостик затянем. Так, значит, вяжем второй ряд. 6 прибавок. И под первую петлю вытянули. Вот, если петля большая, можно чуть-чуть подтянуть. И обе петли провязываем. Это один столбик. Дальше. Вот куда попадать? Где следующая петля? Вот она видна даже. Сюда будем вводить крючок опять на большой палец. И в эту же петлю крючок и вытягиваем. Чуть-чуть подтянули. Это 2. Вот полная петля. Вот она видна. Чуть подтянули. Это 3. Сюда же в петлю 4. Вот следующая у нас петля. Сначала набрасываем, потом заходим. И можно немножко подтянуть. Там 5. Сюда же 6. В следующую петлю 7. И сюда же 8. В следующую 9. И сюда же еще один столбик 10. И вот последняя петля 11. Большая петля. Ну, подтяните немного. Вот. 11. И сюда же 12. То есть мы с вами сделали 6 прибавок. Так, теперь вяжем третий ряд. Третий ряд как вяжется? Столбик без накида, прибавка 6 раз. Под первую петлю столбик без накида. Так, 1. А вот под эту петлю 2 столбика. Один. И сюда же второй. Это 1 раз. Опять столбик и прибавка. Сюда 1.
А сюда 2. Один. Два. И опять под эту петлю 1. Под следующую петлю 2. Один. И второй. Вот, и так вяжем до маркера. Вот довязала я этот ряд до конца. Вот эту нитку от кольца мы уберем внутрь. Вот. И стянем кольцо. То, что мы начинали вязать прям в кольцо, вытянутые петли, и у нас здесь нет лысины. Все. Теперь оставляем нитку для пришивания, отрезаем. И затягиваем. И будем чубчик пришивать. Теперь я начинаю сборку. Вы можете начинать с любой части и в любом порядке. Значит, я прикрепила голову. Вот здесь перед, face. Вот здесь зад. Значит, где мы закончили, это перед. А вот здесь начинали, это зад. Я буду вам рассказывать примерно через сколько рядов я прикрепляла. Вот от центра. 1, 2, 3, 4. После 5-го ряда. И практически по центру. Ну, немножко сдвинула вперед. Так, это лицо. Здесь будут мордочка, губы, глаза, рога. Потом я, когда рога установлю, уши, я вам тоже расскажу. Так, ноги теперь от центра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После 8-го ряда установите задние ноги. Так, теперь передние ноги. 1 от центра считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Где-то после 14-го ряда. Вот. И вот здесь центр находите. Ну, вы сбалансируйте ноги, чтобы она у вас стояла. Все, и вот этими нитками пришиваете оставшимися. Значит, я набила очень туго.
Голова держится. Теперь я вам расскажу, где я пришивала рога. Значит, вот здесь на голове у нас центральная линия проходит. Вот по ней, по центру рога. Сколько тут у меня петель примерно? Столбиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, вы померяете, поставите, прикрепите и посмотрите. Вот, по центру. Сразу под рогами прикрепляла уши. Так, глаза от центра. Вот, центральный. 1, 2, 3, 4. Вот, после 5-го ряда. Глаза пришила. И от глаз я отступила 1, 2, 3. Вот на 3-м ряду пришила мордочку. 1, 2, 3. На 3-м ряду мордочку. Ну, вы уже там сами смотрите. Ориентируйтесь. Иголками приколите и посмотрите. А вообще мой совет. Сначала оформляйте голову. Все пришивайте к голове. Почему? Потому что мордочку очень сложно пришивать, когда уже пришито туловище. Поэтому оформляйте сначала голову и потом ее пришивайте к туловищу. Вот пришила я ноздри и губы. Ноздри. Вот у меня первый ряд, где мы набирали. И вот скруглением. Вот практически чуть выше центра. И губы вот на ряд 2 ниже. Значит, сюда в губы я добавила синтепух. Немного совсем. Дальше. Середину ушей я покрасила. Румянами. Вот у меня румяна были. И кисточки покрасила. Так, связала я пятна коровье. Пятна вязала по кругу столбиками разной высоты. Вязала в одну нитку и крючком 1 миллиметр. Теперь по поводу хвоста. Значит, здесь у нас было начало, мы набирали. И вот по центру от шеи и от центра. Так, считаем центр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, после 7-го ряда установила хвост и пришила. Значит, нитки я здесь иголкой разделила. Вот такой чуб. Лысины нету, так как я вытянутые петли провязывала сразу в кольцо. Видите, лысины нету. Корова стоит самостоятельно. Вот здесь тоже пятно связала в центре. На ленточку повесила колокольчик. И вот такая корова у меня получилась.